Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Минувшая неделя в белорусской эмиграции, на первый взгляд, была не такой богатой на события и скандалы. Но это только на первый взгляд. Потому что если присмотреться, то снова были инфоповоды, которые следует обсудить и сделать по ним выводы. И выводы, к сожалению, чаще всего неутешительные. Но давайте, как всегда, обо всем и по порядку. Поехали! Не забывайте подписываться на наш канал и делиться этим видео со своими друзьями. Конечно, при условии, что для вас это безопасно. Поддерживайте нас лайками и комментариями. Именно поддержка зрителей и подписчиков помогает развиваться нашему независимому каналу. А для тех, кто готов поддержать Небеглый материально, в описании канала и этого ролика есть ссылки для донатов. Что ж, поехали! Видимо, исчерпав возможности по поиску спонсоров в Европе и Америке, Светлана Тихановская отправилась искать деньги на красивую жизнь на новые континенты. Первый официальный визит несостоявшегося президента в Австралию состоялся спустя 5 лет после того, как она была отправлена в командировку с 15 тысячами в кармане. Снова, как и во всех подобных поездках, много высоких слов, улыбок и рукопожатий. Естественно, много красивых фото. Куда ж без них? Похоже, что они и являются основным результатом поездок. А вот будут ли реальным результаты для белорусов, находящихся в вынужденной эмиграции и внутри страны, это большой вопрос. Много разговоров о необходимости поддержки простых белорусов, правозащитников, независимых СМИ. Только, как показывает практика, поддержка доходит только до ограниченного круга лиц. Оно и понятно, ведь чтобы всем красиво жить и не работать, никаких спонсоров не хватит. А тут еще муж. Возьми и ляпни на встрече с диаспорой в Канаде, что, мол, я никогда не работал и не понимаю тех, кто работает. Я всю жизнь работал, я занимался только тем, что мне нравится. Мне повезло. То есть, знаете, люди иногда ходят на работу, я не могу людей понять, которые ходят на работу. Я всегда занимался тем, что мне нравится, у меня всегда это получалось. Видимо, и в эмиграции он не планирует работать. Поэтому придется жене его содержать. Вот и пришлось ехать аж на другой конец света, чтобы найти новых спонсоров. А то старые уже начинают о чем-то подозревать. Глядишь, удастся чем-нибудь разжиться и в этот раз. И еще годик-другой поморочить голову белорусам и западным партнерам. Что-что, а создавать видимость борьбы с режимом офис и околоофисные структуры научились хорошо. Оно и понятно. С такими-то помощниками это не удивительно. А что остается делать белорусам? Ну, как минимум, противостоять этому в силу своих возможностей. Одна из таких возможностей – это обращение к европейским и американским партнерам, которые мы подготовили и разместили в общем доступе для подписания. Ссылка на обращение есть в описании канала и этого ролика. Уделите 5 минут своего времени, чтобы попробовать что-то изменить. В противном случае эта псевдооппозиция так и будет паразитировать на проблемах белорусов. Конечно, печально, что отдельные общественные деятели, которые сильно пострадали от режима, призывают белорусов не критиковать офис. Речь сейчас об известном анархисте Николае Дедке. При этом, по старой офисной традиции, Николай Дедок фактически называет всех, кто критикует офис, пособниками режима. Этот нарратив уже давно навязывается карманными СМИ и прирученными деятелями. Еще есть надежда, что Николай не до конца разобрался в том, что происходило на протяжении последних 5 лет в белорусской борьбе с режимом. И он еще находится мыслями в 2020 году,
Хотя, с его слов, он уже во всем разобрался. Тогда вопросов появилось еще больше, и ответы на них, к сожалению, не самые приятные. Уж очень похож этот почерк на тот, который используют явные и неявные защитники режима здесь, в эмиграции. Очень хотелось бы ошибаться в данном конкретном случае. Зато вот в ком точно не ошибешься, так это в господине Лебедько, который входит в ближайший круг соратников Светланы Тихановской. И точно так же ранее входил в ближайший круг соратников Александра Лукашенко. Даже интересно, в какой именно команде он научился примазываться к результатам, к которым не имеет никакого отношения. Речь идет о проекте закона о статусе белорусских добровольцев в Украине. Те, кто реально имеет отношение к этому событию, с удивлением узнали, что это, оказывается, команда офиса Светланы Тихановской. Во главе, видимо, с господином Лебедько приложили руку к тому, чтобы проект закона попал в Верховную Раду. Вот уж точно тот случай, когда можно утверждать, что человеческая наглость не знает границ. Это насколько нужно быть уверенным в своей безнаказанности, чтобы вот так в наглую врать, зная, что есть люди, которые опровергнут твое заявление. Напомню, этот человек является одним из главных советников Тихановской. Видимо, подобное притягивается к подобному. И еще напомню, что именно эти люди продолжают представлять наши с вами интересы в эмиграции. Пока большинство белорусов молча с этим соглашаются. Мы точно за это боролись в 2020 году? Задайте себе этот вопрос. Благодаря тем, кто входил в близкий круг околоофисных друзей, в Беларуси продолжаются массовые задержания. Количество задержанных по делу Гаюна уже идет на сотни. И если кто-то забыл, то офис Светланы Тихановской защищает тех, кто допустил преступную халатность, повлекшую слив персональных данных белорусов, которые помогали проекту Гаюн. Помогали искренне и бескорыстно, не подозревая, что с той стороны границы их просто будут использовать в качестве актива, который можно продавать западным донорам. Очень хочется надеяться, что у белорусов память не окажется короткой, и все виновные в сливах данных понесут наказание. Но для этого нужно как минимум не молчать. Потому что как-то очень быстро забываются кейсы, которые дискредитируют работу нынешних так называемых лидеров Демсил. И происходит это благодаря так называемым независимым СМИ, которые на практике оказались слишком зависимыми от протекции офиса и его серого кардинала. Именно из-за такой псевдожурналистики из информационной повестки выпадают кейсы той же Мельниковой или Котова. Или, например, смещается фокус внимания с реальных виновных в сливах по делу Гаюна или еще ранее по черной книге Беларуси. Зато активно пиарятся несуществующие успехи тех, кто имеет отношение к офису Тихановской. Какое-то дежавю, вам не кажется? В ноябре в Праге пройдет образовательная программа «Академия женского политического лидерства». Это еще один пример того, как офис продает тему политзаключенных донорам. Но затем ограничивает этих самых политзаключенных в доступе к таким программам. Сначала донорам заявляется полезная на первый взгляд инициатива, которая доступна исключительно тем женщинам, которые имеют опыт политического преследования. А потом начинается отбор тех, кто достоин или недостоин попасть в программу. Это не голословное заявление. Мы знаем конкретных женщин, бывших политзаключенных, которые подали заявку в эту образовательную программу и получили отказ. При этом критерии отбора заявок скрыты.
Все происходит кулуарно, среди своих. А в результате очередной освоенный грант, полученный на политзаключенных. Но среди получивших доступ только избранные. Только вот интересно, кем избранные? Интересно даже узнать реакцию тех, кому одобрили заявку, и тех, кому отказали. Вам не кажется, что таким образом вас пытаются разделить на достойных и недостойных, на своих и чужих? Где же ваша солидарность, которая помогала вам выживать на Антошкина? Также хотим вам напомнить, что 21 ноября в Вильнюсе состоится очередной сход Необыяковых. Встреча людей, которым не безразлична судьба Беларуси и белорусов. Даже офисная наша Нива заострила внимание на этом сходе, пусть и в своем стиле. А такая реклама от типа независимых СМИ говорит лишь об одном, что туда обязательно нужно приехать. Поэтому ждем вас на этом мероприятии. О месте и точном времени организаторы сообщат дополнительно. Ну и, пожалуй, самая важная тема – это освобождение наших ребят и девчат, которые находятся в белорусском ГУЛАГе. На неделе стало известно, что были частично сняты санкции с Белавия и с конкретных самолетов из парка Лукашенко. В инфополе активно муссировалась тема, что снятие этих санкций – один из пунктов, предваряющий так называемую большую сделку между Трампом и Лукашенко. Судя по последней риторике Лукашенко, сделка находится под угрозой срыва. При этом пошли активные разговоры о расширении европейских санкций в отношении Беларуси. И это может привести к остановке процесса освобождения белорусских политзаключенных. Потому что все должно быть вовремя. Если бы вопросами санкций занимались своевременно, то и результат мог быть бы другим. А сейчас приходится надеяться только на Трампа. И его последний пост вселяет осторожный оптимизм и дает надежду на очередную группу освобожденных. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Если вы еще не подписаны на канал Небеглый, то обязательно сделайте это прямо сейчас, при условии, что это безопасно для вас. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.